Тем более, ну как вот, задает же тон дедушка Байден. Ну, и видно же, что неинтересны сейчас американцам, так сказать, эти все Минские соглашения, Донбасс. Ну, во всяком случае, Белому дому. Там Блинкин со своими идеями бегает. Мгм. Но вы знаете, ведь я всегда говорю, можно по-разному относиться, так сказать, это, к Виктории Нуланд, так сказать. Кто-то к ней хорошо относится, кто-то правильно к ней относится. Но в целом же она же сказала, что, ну, я чуть-чуть упрощаю, ребята, я вас там попытаюсь недельку поуговаривать. А если нет, ну я же все хорошо знаю. Она тогда после встречи Байдена с Путиным встречалась с Кулебой, она дала большое интервью, я так понимаю, в «Голосе Америки», о том, что это единственный документ, в котором Путин гарантирует свой уход из Донбасса, и вы не можете от него отказаться. Ну, в такой форме подала, но как бы в упрощенной форме, ну, так оно и есть. Тем более она сложно с туземцами не привыкла общаться. Как это? Вот это печенька, а вот это не печенька. Что сосать будем? Да. Примерно так. И, в общем-то, наверное, какой-то был зондаж проведен. Там политиков, чиновников. И все. Она больше на эту тему не высказывается. То есть, зачем ей тратить свое драгоценное время? Тем более, злые языки говорят, что подсиживает она старину Блинкина. Ну, это может быть слухи. И дело в том, что в Штатах же запускают так же, как и у нас. То есть, так сказать, стравливают политиков. Ну, там, ну, послушайте, ну, ничем они нас не лучше, по большому счету. Да, по большому счету, они нас хуже, конечно. Но у них денег больше просто. И поэтому иногда кажется, что они чем-то нас лучше. И она Деньги украшают человека, получается. заместитель госсекретаря по политическим вопросам по всему миру. У нее что, проблем не хватает? Да хватает у нее проблем. Так сказать. Я вам скажу, что, ну, например, это уже не совсем, уже проблема не совсем Госдепа, но Госдепу это вспомнят все равно. Вот там сколько, 82 тысячи афганцев прибыло, что-то такое количество. Ну, Ну приблизительно, и да. прибылось какое-то такое количество. Так выяснилось, что практически никто из них не прошел надлежащих проверок. Мгм. То есть это могут быть хорошие, Это, добрые, добропорядочные талибы да, в итоге. да. А могут быть недобропорядочные игиловцы. Ну, это такой троянский самолет, получается, был. Ну, если уже не конь, то самолет. Ну, как это? Ну да, в общем-то. Самолеты, да, учитывая Самолеты, да. количество. Да. Талибский осел борозды не испортит, да. Да, интересно, конечно, в Америке, если Нуланд пытается подсидеть Блинкина, то Камала Харрис, Ну, наверное, как-то Байдена, который а про это, посмотрите, а вкратце перенес. это уже выплеснулось в СМИ и серьезно обсуждается. Очень серьезное противостояние между аппаратами Харрис и Байдена. Камала, значит, очень обижена была на Байдена, что он ее не защищал от мигрантского кризиса. Ну, в смысле, что когда ей предъявляли Мгм. претензии, он не говорил, что она все делает правильно. А особенно это ее задело, что когда Бутиджич ушел в декрет в разгар транспортного кризиса, Байден Ну да. сказал, что это все правильно, все так делают. Да, Мгм. это, ну, так сказать, ну, вы понимаете, так сказать, гей-пара Мгм. усыновила младенчика и ушли в декрет. Да, им надо отойти после усыновления. И от Это ж не счастья, Кесарево да, какое-то там. да. Это, ну, наверное, в гей-парах есть этот синдром постприемная депрессия.
Ага. Если, так сказать, постродовая уже, то этих постприем. Наверное, ну, они сейчас любую справочку предъявят. И пусть кто-то попробует им не выдать эту справочку. Просто мне интересно вот эта борьба между аппаратами Камалы Харрис и Байдена. Ну, у Байдена, мне кажется, аппарат уже давно как-то в Ну, вы плачевном зря. состоянии. Ну, это все шутки, извините, у него гвардия зубастая, старая, но не такая, как Байдена, старая по времени пребывания. Конечно, Мгм. они сильнее, они подставляют Камалу, они все время изображают, что у нее досрочные президентские амбиции, хотя вроде бы какие что-то обещали, но как это, как это, обещать не значит выдвинуть. Так сказать. Тем более, вот чтобы как бы прекратить вот эту всю внутренний раздрай, Байден, ну, уже заявили, что Байден на второй срок будет выдвигаться. Хотя я объяснял, что тут есть и внутренняя, и внешняя подоплека, потому что те, с кем Байден договаривается, на самом деле, серьезные договоренности, но они должны понимать, что и он тут не до 24-го, а собирается и дальше. То есть у него, он может и проиграть, но горизонт планирования у него, так сказать, там до 20 какого-нибудь 8-го года, и тогда ну, есть смысл работать. А если нет, ну, да, давайте так это дружить, а мы со следующим договоримся. Ну, так никто, конечно, в глаза не скажет, ну такова политика. Кто кого пересидит. Ну, а в Почему? целом у Камалы Харрис, насколько я понимаю, антирейтинг достаточно высокий. Ее почему-то американское общество не сильно любит. Так ли Ну, это? ну, во-первых, так сказать, я не берусь судить, насколько она в этом виновата. Хотя, ну, всегда положено в любой бюрократической системе, кто отвечает, даже формально. Ну, тот и виноват, если не получилось, так сказать. С миграционным кризисом ничего у нее не получилось. Она не добавляет очков Байдену. И более того, она в сложной ситуации оказывается. Вот Байден в некоторые моменты, как все-таки будучи принадлежа к умеренному крылу демократов, он все-таки от чего-то там дистанцируется. Вот, там, сказать, от каких-то там заявлений БЛМ или чего-то, Мгм. значит, вот там, например, по делу этого мальчика, который застрелил этого, так сказать, Трех, двоих погромщиков, третьего ранил. Да, это в консервативной прессе была там шутка о том, что это там допрашивают свидетеля и спрашивают а, не свидетеля, а полицейского. И вот, говорит, скажите, и что, вот он трижды выстрелил в толпу этих демократов и попал в 3 уголовников? Говорит, да, ваша да, честь. в одного домашнего насильника, одного грабителя И одного и и не дострелил педофила, да. педофила. При этом на суде ведь уже судебная система тоже начала огрызаться. Так сказать, ему это прокурор вменял этому юноше незаконное хранение оружия. Оно распространяется только на короткоствол. И лично судья во время процесса попросил прокурора линеечкой померить, на что прокурор ответил, что он снимает это обвинение. Ну, так Ага. сказать, вот уровень. Более того, прокурор, вот надо понимать ведь пришли прогрессивные прокуроры, это как у нас патриотичные Мгм. прокуроры, так сказать, которые там И то на П, да. да, 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 да. Прокуроры особой ценности, сокращенно ПОЦИ. Значит, ну уж, извините. Любая Мгм. должность, которая на П, она подпадает, она хорошо сочетается с особой ценностью. Уж так сложилось. Он заявлял во время суда, что наличие оружия лишает права на самооборону.
Ну, на что ему Да, тоже да, да, это. сказали, что ты чего-то прокурорнулся, товарищ, блин, совсем, и, говорит, куку поехал, блин. И это, при том, что было давление на присяжных, как и по делу Флойд, ну, вот это о том, который Шевен, по-моему, Шовен, который его как бы убил, а там так и осталось оно, непонятно. И его оправдали. И, так сказать, бешенство было там всяких либералов, антифа, это БЛМа. И, кстати, и Харрис как раз это провоцировала это все своими заявлениями. А Байден сказал, что он верит в американскую политическую систему. То есть у них даже здесь расхождения. Камала Харрис, может быть, бы уже рада бы тоже перескочить куда-то в другое Но цвет направление. кожи не позволяет, да? Но история не позволяет, ее история. И более того, если она еще и на вот эту группу, так сказать, крайних леволибералов перестанет опираться, ну так у нее рейтинг еще упадет. Ну, то есть она не хочет воспользоваться услугами Зеленского, который пришел на электорате одном, попытался опереться на электорате совершенно другом, а в итоге остался только в обнимку с неолигархом одним, да, и роялем, да. Да, так сказать, с Бенни и с роялем, да. Ну, как-то украинский кейс всегда, так сказать, уникален, в том смысле, что у нас свои есть, в общем-то, изюминки. Но я, в принципе, на своем канале это много разбирался, ну и часто разбираю ситуацию в Соединенных Штатах. Но там при достаточно низком рейтинге президента, разумеется, и в самой партии есть движения, так сказать, всякие. Так сказать, вы будете смеяться, но даже в консервативной партии этого британской Джонсона, ну, который как бы вроде контролирует ситуацию, уже начались письма от партийцев, ну, имеется в виду депутатов парламента, с призывом к отставке, ну, или там, к вотуму недоверия. И вот ждут, там будет... Не может быть. Вот. А там, по-моему, надо 15% от фракции. Я сейчас просто боюсь соврать, сколько. Там около 50 это получается. Их там 300 с Это не чем-то. всем, это не всем понравилась свинка Пеппа в исполнении Бориса Джонсона. Это был, кстати, серьезный. В Британии к этому как-то серьезнее относятся, чем к Штатам. Более того, ничего умнее, что он как-то там потерял ориентацию или что-то там его секретарь объяснял. Ну, в том смысле, что он в какой-то момент забыл, перед какой аудиторией выступает. Ну, это суровое, я должен сказать, это суровое объяснение. Как-то суровое британское объяснение, почему, так сказать, премьер нес, так сказать, нес какую-то херню. Да, так возвращаясь к Штатам. И есть, в общем-то, определенные расколы по внешней политике. И это мы сейчас видим на нашем родном украинском кейсе. Есть, скажем так, условные ястребы, которые говорят, что Россия сейчас нападет и надо помощь оказывать быстро. Это в первую очередь Блинкен и часть Госдепа, часть послов, которых мобилизуют там для написания статей, там, например, Financial Times и в других изданиях. И есть те, которые в общем-то, за соглашение, за большую встречу и большое соглашение с Путиным, с Россией. Ну, они персонифицируют с Путиным все-таки, имеется в виду. Значит, это и советник по нацбезопасности Салливан, это и глава ЦРУ Бернс. Теневым их кардиналом вот этой умеренных считается, господи, Керри, который, он посланник по климату, но у него большие дипломатические полномочия от президента. Он выступает как доверенное лицо
президента и ведет переговоры не только о, так сказать, климате. И вот ядерная сделка с Ираном, возможно, состоится в ближайшее время усилиями как раз вот умеренных, так сказать. И вот мы видим, что и у нас ведь, так сказать, точно такое же разделение. У нас вот военная разведка, которая работает с национальной разведкой штатов, это ястребы, и говорят, вот уже план захвата Украины готов, мы только что его нарисовали, вот посмотрите, как, видите, как это все как это страшно выглядит. В какой-то момент И высылает Зеленский, Путину, чтобы он следовал ему, да, вот, да, этому там, плану. там очень забавные стрелочки наступления из Белоруссии на Полесье. Что там делать на севере вот этой Волынской и Ровенской областей? Что там войскам на этих болотах делать? Какие стратегические объекты захватывать? Хрен его знает. Ну, как-то... Стратегический торф. Да, ну вот, ну, наверное. И вот эти стрелочки, и стрелочки такие, вот, такие хищные, много хищных стрелочек. При том, что Пентагон, так сказать, всякие там были у него такие эвфемизмы, но главное, что нет угрозы. Мы не можем это идентифицировать как угрозу. Эксперты немецкие, которые под американцев работают, то есть, ну, так сказать, эти think-танки, которые связаны, например, с институтом Маршалла в Штатах, их филиалы в Германии, они тоже сказали, что, ну, говорит, 100 тысяч это же не новых 100 тысяч. Это суммарно с теми, кто был 100 тысяч, так их было порядка 80 тысяч. И этого там недостаточно для наступления. Так сказать, не надо преувеличивать. Это, как вы видите, сначала Зеленский говорил, не надо паники, потом стал говорить, что есть угроза. Что надо. А теперь опять Данилов вот вчера сказал, что нет, что не надо эту панику вносить, откуда данные у Кирилла Буданова он не знает, главы ГУР. Вообще прекрасно, так сказать. Это секретарь Совета национальной один безопасности. организм такой. Ну, в общем-то, да. Так сказать, как это, так сказать, анальное отверстие оральному дуле крутят, блин. Что я могу, что я могу про них сказать? Ну, у себя сядьте, договоритесь. Нет, ну я понимаю, каждый отрабатывает свой номер перед своими товарищами. Я понимаю, что последние вводные поступили, что это, так сказать, миру мир. Что там, может быть, русские что-то перемещают, но вы же видите, они с очень добрым выражением лица это перемещают, и, в общем-то, дуло не в вашу сторону, так сказать, направлено. Что вы там переживаете? А на люках смайлики с Да, улыбками. и на люках, вы видели, мы со спутника видели. Так что. Да. Ну, короче, история понятная. История, связанная не с Украиной, а со Штатами, где Украина чистый объект, чисто выступает в роли объекта, который вот является, который вбрасывается как такое яблоко раздора. То есть, ну, если русские идут, о чем с ними можно договариваться, если мы договаривались там в Женеве никуда не идти. А другая говорит, никто никуда не идет, или уже никто никуда не идет, так сказать, там, в разных интерпретациях. Ну, так поэтому... Или пока. Все-таки. Или пока никто не... Значит, пока можно договариваться, пока можно готовить встречу. Вот, ну, понимаете... Ну, вот, я хотел... вот скажите, ну, да. Давайте, да. Нет, вы говорите. Вы знаете, что, ну, оно кажется, что все так просто. Но что самое ужасное, оно действительно так просто. Вот я также говорю, что это ужас же не в том, что наша власть считает избирателей идиотами. Это не ужас. Ужас в том, что она во многом права. Вот это ужас. Да. И также и там. Это все
так сказать, ужас не в том, что оно все так просто выглядит. Ужас в том, что оно все так просто и есть. И не надо усложнять. Не надо усложнять, товарищи.